Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Вход пишется, разумеется, не на камеру Sony 5, но во всяком случае звук сейчас вы сходу слышите, как у них работают микрофоны. Максимальное шумное место для Мурина, в котором я живу. Слева у нас дорога, справа дорога, машины, люди, дети. Но не это самое главное, что в этих наушниках отличные микрофоны, отличное шумоподавление, которое считается лучшим. Если говорить про прайс, я вам схожу сразу сходу, потому что все ругаются, почему 40 тысяч. Я не знаю, я их покупал за 23, в телеграм-канале скидок есть ссылка. Даже 25 августа я скидывал ссылку 23 600. Это официальный магазин Sony. Логично, что их можно купить за 80, за 60, за 40 или еще за какие-то баснословные деньги. Здесь есть LDAC, здесь, к сожалению, нет aptX. Здесь есть просто безумная автономность. И в целом лучшая характеристика лично для меня, почему вам стоит посмотреть этот обзор, не только микрофоны, а то, что я Sony 4 себе оставляю. Но эти оставлю, не продавать, не дарить я их не буду. Мне не зашли, смотрим. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, помните, когда в телеграм-канале скидок, кто на него подписан, добавлял ссылку на вот эти вот наушники за 23 тысячи рублей, мне все писали: Саня, ничего не придет. Так мне пришло, мне кажется, после всех моих подписчиков, но главное пришло. Соньки 5. Нечего устраивать барабанную дробь, я на 99,9 в периоде уверен, что вот этот вот шлакоблочный подход из разряда «мы почти бедные», это Sony, которые а-ля официально ушли из России, а-ля все продают, но в то же время делают на Алишке официальный магазин и продают нам оригинальчики, оригиналы, притом довольно неплохого качества. Это я, к слову, не пиарю, неважно, где вы что купите, неважно, какие девайсы, мое дело купить, протестировать, рассказать. Мои основные полноразмерные наушники Bluetooth и не только, это Соньки 4. Теперь у меня будут еще и Соньки 5. Я здесь вижу мини-джек, Type-C, специально никакие обзоры я не смотрел. Мне уже все уши прожужжали, что они чем-то хуже. Я не знаю ни одного крупного бренда, тем более занимающегося музыкой, который сознательно шел на ухудшение даунскейл своих каких-то продуктов, и у него реальный был даунскейл. Здесь мы видим, что поддержка айфонов, айпадов, айподов, окей, Google, с Гуглом они дружат. 30 часов автономности, разумеется, 360 градусов реалити аудио, которое работает, только не во всех сервисах, притом, скорее всего, мы их уже даже оплачивать нормально не можем. Разумеется, нам Г-образный штекер подарили. Вижу, что он не особо-то и длинный. То есть, да, жалко им 1,5 метра, они вот делают вот это вот. Ни оплетки, ничего. Вот кушайте, кушайте. Вроде бы 250 граммов, но мне кажется, что это все весит больше. 250 показывает. Ну ладно. Потом перепроверю на других весах. Чашки сами, скорее всего, стандартные 40-миллиметровые. 101 миллиметр в высоту. 80 в ширину. И внутрянка получается где-то 60 миллиметров на 40. Стандартно. Все максимально стандартно. Ощущение странное. Ощущение, как будто везде пластик, но это качественный пластик, матовый. Не очень мне нравится их сборка, хотя, возможно, я передумаю. Посмотрим, как они себя поведут в жизни. Самое главное, в жизни и в работе. Все, что меня интересует, и я думаю, интересует вас, если вы смотрите этот обзор. Поэтому не забудьте подписаться на канал, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть. Я постараюсь это купить. Может быть, это будет долго и мучительно, но вы, во всяком случае, узнаете user experience в плане «шли 5 недель, получил, не обманули, ура, смотрим». 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там больше 10 тысяч человек, и телеграм-канал скидок уже 67 тысяч человек. К слову, я там эксклюзивный контент постю. Допустим, изменения, какая таможня, или примеры фото и видео, или вообще отдельные обзоры. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, и напоминаю, с недавних пор на Твиче я гоняю девайсы на автономность и игровые возможности. Туда тоже подписывайтесь. Перейдем же к наушникам. Полетели. Поставляется данная новинка в стандартных расцветках. Это черная и белая. Внешние наушники выглядят отлично. Дизайн лично мне нравится. От прошлой модели внешне они практически не отличаются, но разница есть. Основная часть выполнена из качественного пластика с софт-тач покрытием. Сборка хорошая, ничего не люфтит и не издает посторонние звуки. Оголовье, учитывая вес наушников, довольно
мягкое, вдобавок оно, как амбушюра, обшито мягкой кожей. Кому-то это оголовье давит, но я и таких не знаю, по-моему, только блогерам. Сила зажима умеренная, с головы просто так наушники не слетят, хотя, опять же, напоминаю, они не для спорта, но многие в подобном бегают. При длительном прослушивании музыки дискомфорта лично я не обнаружил, размер регулируется максимум еще на 4 сантиметра, чего, как по мне, более чем достаточно. Механизм бесступенчатый, что удобно. Чашки, к сожалению, не складываются, как в прошлой модели, но поворачиваются приблизительно на 120 и 30 градусов в разные стороны. Далее, амбушюры имеют овальную форму, они имеют эффект памяти и очень удобные, но уши в них потеют. Посадка данной модели приятная, при длительном использовании они показали себя отлично. Также на самих наушниках можно заметить надпись Sony, маркировку Left и Right, один разъем мини-джек на 3,5 мм, LED-индикаторы, разъем Type-C для зарядки, физическую кнопку включения-выключения и вход в режим сопряжения. Кнопку для переключения между режимами шумоподавления, режимом прозрачности и режимом обычным. А также в приложении можно добавить на данную кнопку двойное или тройное нажатие, функцию Quick Access. Последнее, что мы имеем, это сенсорная область, из тапов на борту плей-пауза, переключение треков свайпами, регулировка громкости свайпами, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, также есть режим быстрого внимания, команды сопровождаются приятными системными сигналами. Летим дальше. Тип наушников закрытые динамические, оснащены они драйверами 30-мм с неодимовыми магнитами, процессором V1 и QN1. Также наушники имеют 8 микрофонов в общей сумме, и не пишите мне про то, что драйвер стал меньше, я уже говорил и в начале, и в конце скажу, что это не всегда важно. Сопротивление 48 Ом, диапазон частот от 4 Гц до 40 кГц. Кто станет писать, что за печаль, зачем такие килогерцы, мы этого не слышим, читайте статьи по физике. Все это важно. Затухание и остальные веселые процессы. Диапазон частот по Bluetooth соединению от 20 Гц до 20 кГц, дискретизация 44,1 кГц. И от 20 Гц до 40 кГц при дискретизации LDAC 96 кГц, поток 990 кбит в секунду. Чувствительность 102 дБ при подключении через кабель. Активное шумоподавление хорошее в метро, совместно с пассивной звукоизоляцией и музыкой на 50% громкости шум не слышен. Режим прозрачности не раздражительный, вдобавок его можно настроить ползунком или включить фокус на голос, что удобно. Разговаривать с собеседником, не снимая наушники, тоже удобно, хотя многие на вас будут смотреть как на странного человека, с одной стороны, а с другой стороны, вот вам не все равно, если у вас есть деньги на такие наушники. Хоть в колпаке ходи, правда? Заряд наушников в шторке отображается, автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после включения. Мультипоинт на 2 устройства на борту, но, к слову, приоритет качества звука, а точнее кодек LDAC с включенным мультипоинтом не работает, и это фейл. Все, кто удивляются, что при подключении 2 устройств вы не слышите с 2 устройств музыку, я очень вас прошу, напомните мне, пожалуйста, что за девайс имеет возможность воспроизводить звук сразу с 2 устройств. Может, я что-то не понимаю в этом мире, но напишите, я буду рад узнать. Датчики автопаузы срабатывают быстро и корректно. Анимация при первичном подключении есть, так как наушники поддерживают функцию Fast Pair от Google. Автоматическое выключение питания на борту, что хорошо сохраняет заряд аккумулятора. В приложении данную функцию можно отключить, что удобно. Также производитель предоставил ряд полезных функций, таких как технология DSEE Extreme, отвечает за восстановление деталей музыкальных файлов. Функция Speak to Chat автоматически останавливает музыку. Если вы начинаете говорить, настроить эту функцию можно в приложении. К слову, она имеет 3 режима чувствительности и возможность настроить время до завершения режима. Работает она хорошо и корректно. Также наушники совместимы с Google Assistant, Alexa и голосовой помощник мобильного устройства, что удобно. Также мы имеем озвучивание уведомлений голосового гида на русском языке, за что спасибо производителю. И технология 360 Reality Audio. Емкость аккумулятора наушников производитель не указал. Полный цикл зарядки наушников занимает 3 часа 24 минуты. Отыграть они могут по моим тестам по коду LDAC на 65% без применения эквалайзера и без включенной функции DSEE Extreme. Данное время автономной работы заявлял сам производитель, что хорошо. Быстрая зарядка на борту и 3 минуты по заявлению производителя дает нам 3 часа прослушивания музыки. О водонепроницаемости наушников информации я не обнаружил, но от мелкого дождя они у меня не умерли. И это хорошо, я этому очень рад. Но вам все-таки я не советую носить их вообще ни под каким дождем. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Sony Headphones. Приложение, разумеется, доступно на русском языке, но ориентироваться в нем довольно сложно, во всяком случае первые 5 минут. На главной странице с подключенными наушниками есть 4 основные вкладки. Это вкладка «Статус», где находится плеер, и еще одна из интересных функций — это адаптивное управление звуком. С помощью нее приложение обнаруживает
часто посещаемые места и автоматически переключает настройки наушников на основе действий. Полноценно настроить данную функцию возможность есть. Функция интересна, работает она хорошо. Далее есть вкладка «Звук», в которой, разумеется, есть возможность настроить управление окружающими звуками. Эквалайзер с 10 готовыми пресетами и 2 кастомными. На эквалайзер наушники откликаются прямо великолепно. Также есть настройка 360 Reality Audio и оптимизация приложений. К слову, это все дело работает только в определенных приложениях, часть из которых вообще в России уже не оплатить. Но это лирика. Настройка качества подключения Bluetooth, включение-выключение функции DSEE и Speak to Chat. Во вкладке «Система» есть включение-выключение мультипоинта, настройка кнопки NCAMB, отключение-включение сенсорного управления, но переназначить тапы и свайпы пока нельзя. Помним, да, что только с одной чашки можно управлять. И я про правшей. Левшам не повезло. Настройка голосового помощника, автоматическое выключение питания, датчики автопаузы, уведомления и голосовой гид. Последняя вкладка — это служба, в которой можно синхронизировать работу наушников с другими приложениями. Обновить прошивку можно, и мне обновление прилетало. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту только AAC, SBC и LDAC. Никаких вам aptX, aptX адаптив и подобного нет. Через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная, в играх задержка слегка заметна, но играть можно и довольно комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. И напоминаю, 5.2 это не последний Bluetooth, есть уже и 5.3. The blue team is unstoppable! Expired! Микрофоны, как по мне, отрабатывают очень хорошо, внешние шумы глушат отлично, голос сильно не искажают, и от ветра микрофоны не захлебываются. Примеры вы сейчас услышите, снимал все это дело в парке для телеграм-канала Скидок, к слову. Тест микрофонов Sony 5 в парке. Надеюсь, закину это в телегу. Может быть, нет. Может быть, вы сразу это видите в ролике. Обновлялось это дело почти 2 часа. То есть, ну, прям долго они обновляются. Наушники мне нравятся. Я не скажу, что они супер намного лучше, чем 4. У них есть свои плюсы, свои минусы. Но об этом вы и так слышите в ролике. А вот так у них работает ENC, то есть шумодав для микрофонов, если вы будете с кем-то разговаривать. Для тестирования Sony WH-1000XM5 я использовал комбайн FIA K5 Pro, Shanling M8 и свисток FIA BTR5. Но в основном я использовал их как Bluetooth наушники со смартами. Если говорить о разнице звучания по проводу и без него, то есть, разумеется, она еще какая. Громкости с запасом мне лично хватило 65% громкости, так как пассивная звукоизоляция очень хорошая. Перед началом хотел бы отметить, что если включить активное шумоподавление и выкрутить громкость на 100%, то изредка будут проскакивать глуховатые щелчки. Лично для меня данный момент не помеха, так как я не особо люблю слушать музыку с включенным ANC, но многих может раздражать. Звучание с сертификацией Hi-Res Audio сбалансированные, каши из частот я не обнаружил. Басы глубокие, текстурные, средний бас в наличии, ощущение многослойности есть. Середина звучит объемно, что по проводу, что без, а высокие дополняют общую картину своей проработкой. Звучание для меня приятное. Сцена широкая и довольно естественная. Инструментал данная модель отыгрывает отлично. Вокал звучит отчетливо и приятно. Детальности достаточно, как и микродетальности. Прослушивая различные жанры музыки, я более чем доволен звучанием 5-й серии. Большинство жанров отыгрывают наушники на очень хорошем уровне. И великолепно, что в приложении мы имеем качественные настроенные пресеты звучания и возможность самостоятельно настроить все под себя. А они ой как хорошо откликаются. Возвращаясь к технологии DSEE Extreme, могу сказать, что заметить разницу с включенной данной функцией без нее нужно очень сильно постараться. И по мне, они звучат чуть-чуть, но лучше как 4-я версия. Ну, как минимум, они звучат по-другому. Единственный минус для тех, у кого есть уже тугоухость, а это касается почти большинства профессиональных
звукарей, либо диджеев, или тех, кто ходит на концерты, вам, возможно, будет даже 100% громкости мало. Здесь нет состояния кровь из ушей. Минусы: нет возможности сложить наушники так, как это было в 4-й версии, нет возможности использовать кодек высокой четкости LDAC одновременно с функцией Multipoint. Разумеется, цена, которая для нас может казаться высокой, но опять же напоминаю, что стоимость данных наушников сопоставима со стоимостью в Токио такси от аэропорта до центра города. Поэтому то, что для нас дорого, для них является какой-то, извините за грубость, нормой. И намного дороже наушников прямо море, а это все-таки Sony. 3-й серии у меня не было, поэтому я говорю только про 5-ю и 4-ю. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграме, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Всем, кто оставит любой комментарий для продвижения ролика, огромное спасибо. Не забывайте прожать лайк и, разумеется, колокольчик. И резюмировать я бы хотел довольно просто. Да, кому-то не нравится бокс от этих наушников. Да, разумеется, кому-то не нравится, что здесь нет кодека aptX, но здесь есть кодек LDAC. Есть те, которые считают, что звук у 3-х Sony, у 4-х Sony лучше, чем у 5-х. Но апеллировать к тому, что диаметр драйвера стал меньше, серьезно, драйвера в 4-х, 5-х Соньках уступают половинному дешману из Китая с драйверами больше. Это не... И от этого они хуже играть не начинают. Вспомним 14 мм, допустим, у тех же вкладышей за рублей 800. Минусов у этих наушников, как вы уже слышали, хватает. Но лично мне их оголовье не давит. Это раз. 2. Не забываем, что если у вас прямые руки, есть какое-то наличие мозга, либо намек на него, амбушюры вы на них сможете поменять так же, как на Sony 4-х и на 3-х. Если брать по ценнику, еще раз повторяюсь, вы можете покупать их за 100 тысяч. Я постил, в верхняя граница была при самом плохом курсе 25 600. Доставка, ну да, вам придется подождать 3 недели. Но вам также приходят оригиналы. У многих продавцов, есть даже у серых магазинов в России, ценник адекватный на них. Что стоит сделать? Стоит послушать 4-й, послушать 5-й, послушать 3-й. Почему 5-й, 4-й и 3-й? Потому что 4-й от 3-х по стоимости практически не отличаются. Активные шумодафы, по моим ощущениям, лучше здесь. По мне и звук лучше, но они менее удобные. То есть вот эти складываются удобнее, но именно складываются. Носить удобнее эти. С другой стороны, здесь нет защиты от влаги. Но где у полноразмерок мы видели топовую защиту от влаги, я не припомню, можете написать. И все эти танцы с бубном, вспоминаем, что те же Anker Q45 стали стоить уже под 11 тысяч. Я сегодня их покупал за 10 800, скидывал в телегу. 11 тысяч. Понятно, если вы купите Q35, дадите послушать их, дадите послушать Sony 5, нет ни одного человека, которого бы я знал, кто бы сказал, что разница в стоимости в 6 раз того стоит. Нет, они не в 6 раз лучше, но они лучше. Если брать Q20, Q10, разумеется, лучше значительно Sony. Но опять же, помним, это премиум сегмент. Я уверен, что в комментариях будет много надписей «Лучше купить боссы», «Лучше купить какие-нибудь там маршалы» и все подобное. Но в этом-то и магия. Вы идете, берете свой источник, слушаете свою музыку. Разумеется, не заморачивайтесь на этом 360, что объемное звучание, не заморачивайтесь на каких-то фишках из разряда суперактивного шумодава, про который я вспоминал. Почему? Потому что уже много полноразмерок это дают. И даже затычки это дают, вакуумные наушники. Просто идете и слушаете. И если вы готовы отдать эти деньги, вот, допустим, не знаю, кто-то ходит с такими телефонами по 7 тысяч, и они не хуже. Кто-то ходит с айфонами. Выполняют ту же самую функцию, стоят в 10 раз дороже. Для одних этого достаточно, для других необходим премиум. Вот это премиум, кто бы что ни говорил. И покупать их будут тоннами, и они классные. Поэтому от меня лично девай сюда. Всем, кто оставит любой комментарий без мата, хамства и рекламы, огромное спасибо. Вы помогаете проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья.